Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Приходите, вы никогда об этом не пожалеете. Торговые сигналы, торговые прогнозы на основе волновой теории Ральфа Эллиота, ежедневные прогнозы по данным Чикагской товарной биржи, обучение, чат, консультации. Приходите, вам все очень понравится, а самое главное, это будет для вас прибыльно. И сегодня, как всегда, два торговых инструмента евро и золото уже стабильно с нами, а бонусом будет японская иена. Там очень интересная ситуация, быстренько ее обсудим и примем решение, как ее торговать на ближайшие даже не одну неделю. Ну что ж, поехали по евро. По евро у всех наших коллег практически одно и то же мнение, за исключением там небольших каких-то инсинуаций, но все-таки треугольник А, Б, С, Д, Е и с выбросом в бычьем направлении, причем в направлении уровня 1.1820. Здесь достаточно крупное скопление опционных контрактов Call. Здесь же находится максимальный открытый интерес по опционным контрактам Call. Но также есть стратегический уровень 1.2020, где достаточно свежее скопление опционных контрактов Call на сумму более 300 миллионов долларов мы видим. Плюс здесь же присутствует уровень убытка маркетмейкера, верхняя граница диапазона прибыли маркетмейкера. Вот у нас диапазон прибыли маркетмейкера, в котором, если во время экспирации цена находится внутри этого диапазона, маркетмейкер получает прибыль. Но чем ближе к его краям, тем прибыль, конечно, уменьшается. Но и вы знаете, что если цена еще до экспирации выходит за пределы диапазона прибыли маркетмейкера, то маркетмейкер ее старается защищать и до экспирации вернуть в этот диапазон, чтобы не потерять деньги. Поэтому присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, и вы будете знать эти крайние точки, крайние линии, особенно они очень хорошо работают на недельных опционных контрактах. В данный момент мы смотрим с вами месячные опционные контракты. Но, друзья, есть еще один вариант, который никто не рассматривает, вообще никто. Это продолжение снижения в рамках конечного диагонального треугольника, в рамках плоскости, а именно зигзаг в волне А, зигзаг в волне Б и конечный диагональный треугольник. Это у нас импульс, вы прекрасно это знаете, 1, 2, 3, 4, 5, после чего коррекционная структура будет закончена, прошу прощения, будет закончена, и рынок полетит вверх. Почему мне нравится такой же вариант, как и треугольник? По той простой причине, что скопление опционных контрактов на 3 миллиарда долларов, а также 705 миллионов, 652 миллиона долларов и очень свежие 167 миллионов долларов никто не убирал. Более того, на уровне 1.1520, друзья, по-прежнему еще 1 миллиард долларов абсолютно живых контрактов put. Поэтому мне очень интересно, по какой причине профессионалы Чикагской товарной биржи выбросили более 4 миллиардов долларов в мусорку по той простой причине, что вы знаете, при покупке опционных контрактов стоимость опционных контрактов, которые вы платите, вам не возвращается. Вы купили контракт, все, у вас на руках контракт, деньги вам никто не вернет. Это не фьючерсный контракт, где динамика прибыли и убытков, а она уменьшается или увеличивается по степени роста или падения торгового инструмента. Опционный контракт немного по-другому. Вы купили опционный контракт, в котором условие, что до экспирации вы утверждаете, что цена, грубо говоря, возьмем вот максимальный открытый интерес по опционным контрактам put, что цена дойдет до этого уровня, и потом еще до экспирации она еще уйдет ниже.
И если цена уйдет ниже, вы получите прибыль. Но если цена не дойдет до этого контракта или дойдет и от него отскочит в обратную сторону, то просто вы свой контракт после экспирации можете выкинуть в мусорку. То есть вам никто никогда деньги за него не компенсирует. Поэтому у меня всегда вопрос, а зачем выкидывать в мусорку более 4 миллиардов долларов просто взять вот и выкинуть? Кому ж это вдруг захотелось? Возможно, профессионалы на Чикаго также допускают, что цена еще может, в принципе, сходить вниз именно в фигуре конечного диагонального треугольника, который входит в большую коррекционную структуру плоскость. А вот таким образом. Но в любом случае, вы заметили, будь то треугольник или будь то плоскость, мы все равно смотрим глобально вверх. Или треугольник, мы все равно с вами смотрим вверх. Поэтому, в принципе, вы можете не обращать внимания на движение или вероятные движения данного торгового инструмента вниз. Вы уже можете открывать 4-часовой или часовой таймфреймы и ловить импульс, потом очевидную коррекцию и выставлять отложенные ордера buy stop, стоп-лосс, например, сюда, в надежде на то, что рынок начнет расти в направлении, напоминаю, уровней 1.18 и 1.20. Вот примерно такая тема у нас с вами. Золото. Золото не вижу вообще никаких фундаментальных факторов для того, чтобы оно начало падать. Трамп не останавливается, он уже сказал, что о том, что вся нефть западного полушария принадлежит США. Канада очень сильно напряглась. Он сказал о том, что хочет забрать Гренландию. Также сказал, что Нигерии приготовится, Мексике приготовится, Колумбии приготовится, а барышня, которая вдруг сегодня дала интервью, барышня, которая временно возглавляет Венесуэлу, она дала интервью о том, что мы не остановимся, пока не вернем Мадуро обратно к власти в Венесуэле. Я не знаю, правда это или фейк, вот, но я думаю, что если она сказала правду, то она уже следующая будет. Также Трамп не останавливается по поводу Ирана. Также Израиль хочет снова начать операцию в Газе и снова ракетные удары по Ирану. Индия очень косо смотрит на Пакистан, Пакистан на Афганистан, а Россия с Украиной мириться не собираются. И Китай очень сладостно, скажем так, смотрит на Тайвань. Я думаю, что если это все, что я сейчас перечислил, начнется, то ни о каком падении золота речь идти не может. Ну и если мы с вами технически посмотрим, то в принципе здесь есть, конечно же, о чем поговорить именно с точки зрения волновой теории Ральфа Эллиота, но сразу скажу, что вот такие расширенные диагональные треугольники я не видел никогда. Здесь, в принципе, подходят все правила. Первая волна меньше третьей, третья меньше пятой, вторая меньше четвертой. Все правила диагонального расширенного треугольника подходят, но я никогда такого не видел. Но это у нас импульс, далее коррекция в импульс в волне 1, коррекция в волне 2 и продолжение роста в волне 3. Поэтому, друзья, в принципе, любая коррекция с последующим импульсом и коррекцией можно выставлять отложенные ордера buy stop, стоп-лосс, собственно, под низ коррекции, и таким образом пытаться поймать роста данного торгового инструмента. Если же нефть вдруг сильно полетит вниз, я не знаю тогда, что тут уже предполагать. Тут уже можно все что угодно 10 раз предполагать, но, как вы поняли, все зависит сейчас от того, что я только что перечислил. Это Трамп, это Россия, Украина, это Китай, Тайвань, Индия, Пакистан. Ну, Пакистан, Афганистан, наверное, в меньшей степени. И, конечно же, Израиль и Иран, и Газа, потому что там все очень, очень на тоненького, на тоненького. Так, и японская иена. Вот здесь ситуация очень интересная. Итак,
Я сразу напомню, в глобальном смысле мы смотрим в ближайшие несколько лет исключительно вниз, так как в росте был замечен посередине треугольник. А треугольник – это предпоследняя волна. А значит, все, что после треугольника – это последняя волна. Плюс средняя линия треугольника является как раз для нас с вами целью. Если мы посмотрим чуть менее глобальную структуру, то мы увидим всем знакомую структуру. Это одна вершина, вторая вершина, и вот у нас третья вершина. Либо таким образом, либо вот таким с большой вероятностью будет отрабатываться. И когда цена подойдет, собственно, к уровню поддержки, с очень большой вероятностью пробивает, возвращается и улетает вниз. Это тенденции нескольких лет. А теперь давайте посмотрим, что ж интересного такого я говорил про текущий момент. А текущий момент вот какой. Во-первых, у нас есть то, что профессионалы переписали максимальный открытый интерес по опционным контрактам put очень далеко вниз. Очень далеко. Ну прям очень. Если он здесь задержится, это будет очень интересно, что он там делает. Во-вторых, друзья, посмотрите, пожалуйста, очень неплохое скопление опционных контрактов в пут на сумму 500 миллионов долларов. Также опционные контракты call на сумму 206 миллионов долларов. И также здесь почти целый опционный месяц находился уровень максимального открытого интереса по опционным контрактам put. То есть это уровень 152, насколько я помню. Это очень-очень интересный уровень для тестирования его ценой. Но, внимание, вы, может быть, помните, я рассказывал про уровень 855 миллионов долларов опционных контрактов call. Так вот, что самое интересное, пару дней назад здесь появился еще и миллиард американских долларов в опционных контрактах call. Плюс здесь находится максимальный открытый интерес по опционным контрактам call. То есть это уровень, он прям магический уровень. Если цена до него дойдет, то профессионалы Чикагской товарной биржи будут входить в рынок огромными объемами фьючерсных контрактов. Прошу прощения, к вечеру уже начинаю заговариваться. Здесь именно будут огромные объемы фьючерсов, которые с большой вероятностью развернуть рынок. И, разумеется, сейчас все вы должны сказать: отлично, значит, мы покупаем. И я так тоже думал, пока не посмотрел на структуру. А давайте с вами вместе глянем на эту структуру нашу. Итак, я абсолютно не против покупок, тем более сюда запросто можно накинуть вот таким вот красивым образом зигзаг, а именно волна А, треугольник Б, конечный диагональный треугольник, волна С. Все, у нас коррекция прошла. Это полноценная коррекция А, Б, С, и мы начинаем расти. А теперь вопрос. А вот что это такое, в чем мы начали расти? Что вот это такое? Ну хорошо, вот здесь я вижу диагональный расширенный треугольник. Допустим, давайте его отметим. Он у нас есть. Прекрасно. Это импульс. Замечательно. Это что такое? Что вот это за раз, два, три? Причем нужно учесть, что здесь у нас зигзаг, здесь у нас зигзаг. Что это такое? И сейчас любой из вас скажет: Дэн, ты что, слепой? Ты не видишь диагонального треугольника? Прекрасно, друзья, вижу. А какой? У каждого диагонального треугольника, а их два, существуют свои правила. У расширенного диагонального треугольника первая волна меньше третьей, третья меньше пятой, вторая волна меньше четвертой. Здесь расширенный диагональный треугольник подходит. Сюда не подходит, потому что здесь четвертая волна меньше второй, а она должна быть больше. У классического диагонального треугольника первая волна больше третьей, третья больше пятой, вторая больше четвертой. Прекрасно. Здесь, казалось бы, все подходит. Нет, не подходит. Первая волна меньше третьей.
Вопрос, так что это такое? Мне очень хочется вместе с вами найти здесь импульс. Я этого сделать не могу. Напишите, пожалуйста, может быть, в комментариях, давайте вместе найдем здесь импульс. Научите меня в следующий раз, я тогда достаточно быстро буду его интерпретировать, но в данный момент я его не вижу. А вот что я вижу, так это, друзья, на самом деле, так, так, ага, а можно, а как угодно можно, да. А именно, у нас с вами зигзаг волны А. Потом у нас с вами какая-то коррекция, очень непонятно какая, но волны B. И потом импульс волны С. Конечно же, вы видите, что я пытаюсь натянуть сову на глобус, чтобы у нас получилась плоскость. Вы знаете, зигзаг вниз, зигзаг вверх и импульс. Одна из видов плоскостей. Расширенная плоскость называется. Зигзаг в волне А я натянул запросто. Как натянуть зигзаг в волне Б? Опять же, для меня это задача. Я не могу ее решить. Я не понимаю, что вот это такое. Импульс я тут вижу. Что до импульса, я не очень понимаю. Поэтому давайте еще раз, может быть, напишите, и мы разберем с вами в комментариях. Это вариант номер один. И вариант номер два, все-таки, если здесь где-то есть импульс, то мы, конечно же, движемся в направлении уровня, прошу прощения. То есть, если у нас с вами плоскость, мы движемся в направлении уровня 152. Если же у нас импульс, движемся в направлении уровня 164. Как двигаться? Ну, достаточно, в принципе, несложно. Если у нас сейчас нисходящий импульс, то нам нужен импульс, далее коррекция очевиднейшая, и выставляем отложенный ордер sell stop и стоп-лосс, например, либо наверх, либо над коррекцией. А если у нас с вами будет коррекция с последующим ростом, то нам нужно с вами очевиднейшую коррекцию, и, конечно, лучше всего, чтобы это был двойной зигзаг, после этого получить импульс, коррекцию и выставить отложенный ордер buy stop и стоп-лосс, например, вот сюда. Таким образом, можно отработать в две разные стороны. Самое главное, что у нас с вами есть целевые уровни, и они абсолютно объяснены, обоснованы, вот слово, обоснованы, а именно уровень 160, 152 это скопление опционных контрактов, как и put, так и call, и плюс максимальный открытый интерес по опционным контрактам put, а уровень 164 это почти 2 миллиарда долларов опционных контрактов call и опять же максимальный открытый интерес по опционным контрактам call. Два уровня, от которых профессионалы будут работать. И что самое интересное, посмотрите, тут абсолютно вся логика работает. Если у нас с вами в данный момент будет плоскость, то плоскость это коррекционная структура, а так как у нас по японской иене достаточно сильный рост, то после коррекции с большой вероятностью рост продолжится. Если же у нас цена летит к уровню 164, то здесь, так как на миллиард 856 миллионов долларов опционных контрактов call, я подозреваю, что на миллиардов 5-6 здесь будет вход в рынок фьючерсами на продажу. И рынок просто развернет вниз. На самом деле, друзья, можно просто посидеть и покурить бамбук и подождать, к какому уровню цена подойдет, и таким же образом работать именно от уровня, как собираются это делать профессиональные участники Чикагской товарной биржи. Либо попробовать заработать еще на подходе к уровню, потому что вниз 600 пунктов, вверх, не поверите, 600 пунктов. Мы находимся посередине. Вот, можете подбросить монетку, может быть, вам повезет.
Я больше настроен все-таки на продажу. Ну и могу еще раз объяснить. Я не понимаю данной структуры роста. Не понимаю. Я вот эту структуру понимаю прекрасно. Больше я здесь ничего не понимаю. Более того, более того, вы же прекрасно видите зигзаг. И еще один зигзаг. Если у нас рост идет с зигзагов, то это либо у нас большой треугольник образуется. Ну, какой тут может быть треугольник? Ну, в принципе, да, запросто. Вот такой вот треугольник. Тогда у нас получается А, потом отсюда Б, потом С, Д, Е. И с выбросом, разумеется, наверх. Это один из вариантов. И второй вариант – это, конечно же, диагональ. Либо расширенная, либо классическая. Но здесь ничего не подходит. Может быть, кстати, треугольник еще как-то можно здесь накрутить. Но треугольник, как вы поняли, отрабатывается вниз. Вот, поэтому мне очень нравится именно идея все-таки продажи. Но, друзья, 1 850, сколько там, 6 миллионов, миллиард, прошу прощения, 1 856 000 000, это огромное число, огромное. Поэтому данный уровень 164 с большой вероятностью будет отработан. Ой, спасибо большое. Извините, что я вам башку тут задурил японской иеной, но надо было вам показать именно ожидания Чикагской товарной биржи. А теперь можете накручивать на эти ожидания. Может быть, у вас есть свои какие-то идеи. Накручивайте, пожалуйста, без проблем, отрабатывайте эти уровни. По крайней мере, вы знаете теперь именно целевые уровни, куда цена с очень большой вероятностью придет. Спасибо огромное. С вами был Дэн Стрелков, проект Forex Times. И традиционно в окончании приглашаю вас в комьюнити. Приходите, никогда не пожалеете. А всем классного вечера и всем пока-пока.